Друзья, привет! Приветствую всех, кто сегодня заглянул на мой канал. Сегодня сделаю общий расклад на тему о Белоруссии. И эту тему у меня просили уже очень давно. А рассматривать Беларусь будем в контексте, есть ли вероятность входа белорусских войск в Украину. Вот такая тема. Нужно было бы ее еще правильно сформулировать. Но вы поняли, в чем суть этой темы. Вероятность наступления со стороны Беларуси и войск Беларуси в Украину. Во-первых, такая вероятность есть, и она очень-очень высока, и, скорее всего, моментами какие-то происшествия происходят. И даже если у руководства Беларуси возникнет какое-то сомнение, участие в этом во всем, то в любом случае будет оказано давление и будут предприняты действия, которые все-таки убедят руководство к наступлению и к возможности вторжения как раз-таки с территории Беларуси. Давайте посмотрим, будет ли участвовать Беларусь в наступлении на Украину в ближайшем будущем. Вот тут мне идет информация о том, что и хочется, и колется, да, скажем так. Есть все-таки опасения, есть какие-то мысли о том, что этого делать не нужно, то есть это неправильно. И опять же, это не в том смысле, что кто-то считает, что это неправильно, то есть есть осознание того, что будут за это последствия. Но я уже еще раз хочу повториться, то, что желание и реальность, они все-таки будут контролироваться другими силами посторонними, и придется как бы плясать под чужую дудку, как ни крути. Но тут такая будет, опять же, плавная игра. С чем-то вообще Беларусь можно сравнить с Турцией. Вот почему-то мне очень, когда я делаю расклады, энергия вот как-то совпадает. То есть такое же примерно поведение и какие-то вот такие необдуманные решения. И вот эти постоянно качели то туда, то сюда. И очень вот похоже руководство, да, принятие решений очень похоже, манера вообще правления. Давайте смотреть, насколько будет вовлечена белорусская армия в наступление на Украину. Вообще я вижу о том, что большинство людей, проживающих на территории Беларуси, не хотят принимать участие в этих всех безумствах и отдают себе четкий и такое, знаете, отчет в том, что будут за это последствия, и то, что, опять же, народу это вообще ничего не дает, и нет никаких принципов и убеждений в том, что нужно идти туда и воевать непонятно за что. Но тут хочу отметить такой момент, если касаться конкретно армии Беларуси, то тут может сыграть, опять же, момент финансовый. То есть тут могут быть убеждены люди, солдаты в том, что именно вот я имею в виду
военные люди, в том, что ну вот нам нужно это сделать, нам нужно как бы проявить такой дружественный такой жест, да, и в плане, я имею в виду, своих единомышленников, скажем так. И это может финансироваться как-то, оплачиваться все. И ну, я уверена в том, что в наступлении белорусские солдаты будут участвовать. По раскладу я могу сказать, что да, действительно, это будет, это есть. Даже, может быть, сейчас не ярко это выражено, но потому, как я уже сказала, что здесь такая тактика очень аккуратная, очень такая аккуратист, да, сам руководитель Беларуси, поэтому не все так открыто происходит, но на самом деле такое есть. Давайте смотреть. Какие отношения будут между Беларусью и Россией в ближайшем будущем? Вот отношения давайте посмотрим еще в этом раскладе. Ну, скажу мягко, то, что отношения далеко не теплые, прям такие, знаете, дружественные, но они выгодные. То есть они деловые, конкретно деловые такие отношения. И порядком некоторые моменты белорусское руководство раздражает. И сделать при этом ничего не могут, потому как есть давление и есть некий такой страх. Присутствует, все-таки он есть, в том, что ну вот одно неверное действие и можно пострадать. И поэтому здесь все решения, которые принимаются белорусским руководством, оно все-таки надиктовано, и все-таки оно идет не напрямую от руководства Беларуси, а это все вынужденный такой ход, мера, которая необходима для того, чтобы сохранить, возможно, свое место и вместе с этим сохраниться вообще на плаву, быть на плаву, да, потому как и перед Западом испорчены отношения, и теперь уже нет хода назад, и нужно как-то где-то быть полезным, нужным и так далее. То есть отношения, не сказать, что они довольно-таки прям такие теплые, дружеские. Нет, это чисто деловые, такие потребительские, даже можно сказать, выгодные для обеих сторон в какой-то степени отношения. Вот здесь так. Какие действия будет принимать Беларусь в ближайшем будущем? Действия какие будут? Ну, смотрите, я тут вижу то, что нет, опять же, своего решения какого-то и свободы в действиях. Его нет. Действия будут, опять же, согласованы с партнерами своими, и они будут, опять же, эти действия в том ключе, чтобы не откалываться от того, да, альянса, к которому относится Беларусь. И есть понимание, то, что если попереть против системы, против ветра, то будет как бы такая, знаете, не очень приятная
картинка потом, да, и ситуация может развернуться совершенно не в пользу руководства Беларуси. Поэтому вот в связи с этим пониманием есть такое поведение. Решения, которые будут приниматься в ближайшем будущем Беларусью. Давайте посмотрим, какие решения. Ну вот, как бы и весь ответ на наш вопрос. Определенно, тут решение будет приниматься о наступлении, о ведении своей армии в военные действия против Украины, это 100%. И опять же, это все руководствуется не самой Беларусью, да, а управляется очень так эффективно, как такая марионетка, да, скажем так, которой можно легко управлять и найти рычаги воздействия на нее, и это будет продолжаться. Опять же, от мнения народа мало что зависит. Здесь решения будут приняты, и они будут проявлены на физическом плане, да, то есть все смогут увидеть. Если сейчас это как-то вот скрыто, все не совсем откровенно происходит и открыто для всего мира, то позже это будет все более заметно и проявлено. Я могу так сказать, что этот человек, который стоит у руля в Беларуси, он будет пытаться удержаться на своем посту, да, на своем месте максимально длительно, насколько это возможно. И для того, чтобы ему сохранять свое место, ему нужно подчиняться кому-то и, опять же, не идти вразрез вот принятых решений и каких-то обещаний, которые он, скорее всего, когда-то давал или даже, может быть... То есть он сам себе не принадлежит, можно так сказать. Есть над ним фигура более такая, скажем так, властная и более авторитетная, скажем так, и не все решения, принятые им, он может как бы в свободном таком выражать их свободно, да, то есть он, можно сказать, не совсем все делает так, как бы ему хотелось, ему приходится плясать, я уже сказала, под чужую дудку. Вот такой у меня прогноз на ближайшее время. Вы делитесь своим мнением, подписывайтесь, если вы еще не подписались. И на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.